Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, мои дорогие зрители, я хочу представить вам коллекцию «Весна-лето 2024» модного дома Michael Kors. Презентация состоялась в рамках недели моды в Нью-Йорке. В новом сезоне креативный директор одноименного бренда остался верен себе и своим принципам. Что, в общем-то, хорошо. Поэтому линейка стильных нарядов получилась относительно сдержанной, но при этом изящной, грациозной, чарующей, женственной. Утро в день показа выдалось на редкость сухим, и шоу, к счастью, обошлось без ливня. Хотя в эти дни Нью-Йорк постоянно поливали пусть и короткие, но достаточно сильные дожди. Уж не знаю, просил ли дизайнер помощи у местного погодного шамана или у своих муз, но небеса оказались благосклонны. Модное действо под открытым небом со множеством приглашенной звездной публики состоялось даже в сопровождении теплых солнечных лучей. В качестве локации для шоу Michael Kors выбрал парковую набережную в районе Бруклинского моста на берегу Ист-Ривер, откуда открываются роскошные виды на Манхэттен. Перед началом показа дизайнер отметил: «Очень жаль, что я не могу отвезти вас всех на Капри, удивительный живописный курорт Италии. Так пусть сегодня Бруклин станет для вас новым Капри, не менее прекрасным и располагающим к отдыху, куда непременно хочется отправиться в отпуск». Да, теплый сезон – традиционно лучшее время для отдыха и путешествий. Именно поэтому Kors уделяет внимание в модных ансамблях одновременному сочетанию роскоши и непринужденности в повседневном гардеробе. Без суеты, официоза, как и положено в отпуске. Босоногий гламур. Название новой линейки наиболее точно передает общую атмосферу показа и настроение. Характер образов весенне-летней коллекции, которую вдобавок дизайнер обозначил как непринужденная красота вне времени. Отпуск в гламурной обертке. И все это на фоне белоснежного подиума с пышным декоративным цветочным оформлением. Как вы уже смогли заметить, друзья, шоу стартовало с очаровательных кружевных нарядов. Платья, юбки, брюки, кроп-топы, вещи в ажурном исполнении смотрятся романтично и, уж простите меня за банальность, так по-летнему. Невероятно нежно, воздушно, легко. Думаю, что у Dolce & Gabbana не особенно обрадовались довольно сильному конкуренту. Ведь сегодня Michael Kors немало внимания уделил изящному кружеву. Причем не только в белом и черном цвете, но и в роскошном золотом. Следующий интересный момент, на который стоит обратить внимание при дальнейшем просмотре видеоряда – любые вариации на тему рубашки. Это и знакомая комбинация простого верха с кружевной юбкой, и универсальное платье-рубашка, где длина представлена от мини до макси, а в качестве гламурного дополнения выступает шнуровка с золотой цепочкой. Отдельной строкой в коллекции выделяется вязаная одежда и трикотаж, который под маркой Michael Kors всегда был и остается одним из лучших. Помимо минималистичного сарафана, джемпера, водолазки, тонкого трикотажного топа, бренд предложил уютный объемный свитер оверсайз в ароматном оттенке лаванды и вязаный комплект из бикини и длинного кардигана. Только, пожалуйста, никаких платков. С палантинами тоже покончено. Так утверждает сегодня дизайнер. Kors умело сочетает плавные силуэты с классическим кроем, рекомендуя нам свежий взгляд на вневременной брючный костюм. Из самых интересных я бы отметила двойку в бежевом цвете с укороченным двубортным жакетом. Кстати, все брюки в коллекции не длинные и едва достают до щиколотки. Возможно, теперь это один из главных трендов на весну-лето. Берем на заметку. Помимо монохромных образов традиционной для бренда бело-черно-кофейной гамме, в линейку вошли наряды с цветочным принтом и с узором, повторяющим окрас шкуры жирафа. На подиуме они появятся ближе к финалу. Завершающим аккордом модного шоу выступили платья с изящной драпировкой в античном стиле. Что делает эту коллекцию по-настоящему примечательной, так это гармоничный союз ретро-мотивов эпохи 50-х и современной, максимально простой и комфортной моды. Michael Kors не усложняет жизнь. Он создает одежду и обувь, которую очень хочется носить.
Правда, некоторые серьезные фэшн-критики его здорово недолюбливают, зато поклонницы бренда буквально обожают. А на чьей стороне вы, мои дорогие зрители? С интересом жду ваше мнение в комментариях. Скажу большое спасибо за поставленный лайк и подписку на мой канал. Приятного просмотра, всем красоты, хорошего дня, позитива и независимо от капризов погоды, только яркого, солнечного настроения.